Привет, в этом видео я расскажу тебе полный и подробный сюжет мода Indie Cross. Также в этом ролике я расскажу свои теории по поводу этого сюжета. Ну а ты не забывай подписаться, поставить лайк, дабы смотреть больше роликов по Frame Funkin', ну а я начинаю. Опенинг. Бойфренд каким-то невидимым нам образом попадает в темную пустоту, в которой находит какой-то силуэт с микрофоном. Я так и не понял, кто там находится, но голова чутка напоминает нам нашего любимого Сансика, хотя по туловищу больше походит на Бенди. Этот неизвестный нам силуэт краснеет и вызывает красный луч, после которого образовывается трещина. Она каким-то образом взрывается и трески начинают поглощать весь пол, а Бойфренд начинает бежать оттуда куда подальше. Потом он прыгает и телепортируется через разные вселенные. Он падает и оказывается во вселенной ФНАФа. Сзади него появляется Фокси. Это можно подробнее рассмотреть на этом стоп-кадре. И Бойфренд телепортируется обратно и внимательно оглядывается, смотря на эти красно-черные непонятные звезды. Неделя Капхеда. Бойфренд, видимо, случайно заходит во вселенную Капхеда и попадает в нее. Потом мы видим Капхеда, который думает о том, куда бы он мог попасть, если был бы сумасшедшим и открыл портал бы. Он замечает Бойфренда и начинается первая песня. Неделя Капхеда после первой песни. Капхед естественным образом проигрывает Бойфренду, после чего он злится и к нему подходит Магман с фразочкой: «Тебе не нужна помощь, Капхед?» Капхед ему отвечает, что не, браток, вообще не нужна, я и сам справлюсь. Иди лучше поищи мисс Чашу. Магман уходит и Капхед надеется, что он надолго. Неделя Капхеда после второй песни. Бойфренд атакует Капхеда и после этого рядом с ними бьет молния. Капхед очень сильно разозлился и решил вспомнить, что ему там сказал брат. В его мыслях Магман ему говорит: теперь помни, никакого насилия. Если это мальчик с красной шапкой, синими волосами и белой рубашкой, то можешь становиться безумным и атаковать его. Капхед выслушал его и начинается рэп-баттл. И да, в течение песни он случайно убивает своего брата. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Неделя Капхеда после третьей песни. Капхед снова проигрывает и теперь ужасно зол. С помощью оружия заряд он оставляет за собой пламя, а потом использует свою суперспособность. Бойфренд бежит от него куда подальше и бросает в Капхеда микрофон. Тот же берет его в руки и тянет за собой Бойфренда. И в подгон ультует. Бойфренд уже полудохлый лежит у деревца, и Капхед заряжает свое оружие, хотя убить Бойфренда. Но тут неожиданно для всех он телепортируется в другую вселенную. Неделя Санса. Тут у нас сразу же появляется касценка в стиле Андертейла. Давайте прямо сейчас я вам полностью ее озвучу. Давно, может не так давно, два героя Капхед и Бойфренд сражались в глупом рэп-баттле. По мере продвижения Капхед разозлился по какой-то причине. Эти двое сражались во время шторма, оставив Бойфренда тяжело раненым. Бойфренд исчез через таинственный портал, оставив Капхеда в замешательстве. Но через неделю Бойфренд вышел из портала, попав в другой мир. Спустя 5 минут Бойфренд прямиком попадает к Сансу. Он сразу его замечает, думая, что это Чара. Потом смотрит на Бойфренда и понимает, что это не она. Санс с радостью приветствует Бойфренда. Однако, по словам Санса, кто-то заставил его уничтожить Бойфренда. И они начали свой первый рэп-баттл. Неделя Санса после первой песни. Фриск заходит в последний коридор, видя там Санса и Бойфренда. Она совсем не понимает, что тут происходит, и в это же время Санс говорит, что ему очень понравилось петь с Бойфрендом. Чара в облике Фриска пытается подойти к ним, но ее не пропускает туда какой-то барьер. Ну а Санс и Бойфренд продолжают рэп-баттл. Неделя Санса после второй песни. Хорошая концовка. Если в течение второй песни не атаковать Санса, то вы получите хорошую концовку. Чара начинает атаковать барьер, и после очередной неудачной попытки она пытается проникнуть в тело Бойфренда, но у нее ничего не получается. Она каким-то раком проламывает барьер и атакует нашего Санса, но тот же уворачивается от нее и атакует бластером. Чара отлетает, и Санс ее добивает костями. Неделя Санса после третьей песни. Хорошая концовка. Бойфренд спрашивает Санса, почему он не использовал свои фирменные костяные стрелки. Санс извиняется за это, говоря, что он не ожидал такого от Бойфренда. Конечно, тут я чутка не понял перевод, возможно, он сказал это как-то по-другому, но суть примерно такая. За Бойфрендом образуется тот самый таинственный портал. Санс понимает, что их время истекло, и прощается с ним. По его словам, он пошел в бар Грилби, но говорит, чтобы Бойфренд вернулся. Бойфренд кивает ему и телепортируется. Неделя Санса после второй песни. Плохая концовка. Если в течение второй песни вы будете атаковать Санса, то вы получите плохую концовку. Чара начинает атаковать барьер, и после очередной неудачной попытки она снова пытается проникнуть в тело Бойфренда. Она смотрит на него, и вдруг у нее на лице появляется жуткая улыбка. Чара успешно захватила тело Бойфренда, но Санс думает, что Бойфренд просто смеется над ним. Он поворачивается, чтобы посмотреть, как там дела у Чары, но ее там не оказывается. Санс сразу же понимает, в чем тут дело, и начинает рэп-битву. Неделя Санса после третьей песни. Плохая концовка. Санс очень сильно устал после рэп-битвы. Тем временем Чара в облике Бойфренда хочет схватить нож, чтобы убить его, но наш браток Саня не отдает позиции и бьет ее гастером-бластером, после чего Бойфренд отлетает
заряд, но не тут-то было. Тем временем Чара снова вселилась в тело Фриз и благополучно убивает Санса. Санс еле-еле живой добивает Чару, и они оба умирают. В этот момент полудохлый Бойвернд лежит где-то в сторонке, и его телепортирует портал. Неделя Бенди. Бойвернд идет через чернильную дыру, если что в оригинале это обозначало перерождение героя. Он появляется во вселенной Бенди и начинает оглядываться, после чего он случайно падает вниз, встречает там картонный постер Бенди и решает с ним зарабатываться. Бойвернд смотрит на картонного Бенди и решает его по рофлу ударить. Но кто бы мог подумать? Бенди это естественно не понравилось, и он проламывает стенку. А Бойвернд продолжает рыбатиться, но уже с настоящим Бенди. Неделя Бенди после первой песни. Сэмми бродит, никого не трогает и вдруг замечает своего лорда Бенди, которого охватила какая-то красная тень, после чего он бежит к нему на помощь, но его не пропускает барьер. Потом он замечает рядом стоящего от Бенди Бойвернда и достает свой топор. Он пытается еще раз попробовать сломать барьер, но у него ничего не выходит. Неделя Бенди после второй песни. Сэмми понравилось, как Бенди и Бойвернд сражаются, и за ним появляется банда мясника. Сэм убивает одного топором, он оборачивается и видит, что они пробрались к Бойвернду и Бенди, после чего песня начинается, и на протяжении этой песни эти миньоны будут бесить Бойвернда, атаковав его. Неделя Бенди после третьей песни. Бенди очень сильно злится своему проигрышу. По какой-то причине Бойвернду это напоминает злость Уэйти. Тем временем нашего дружка-пирожка невероятно сильно контузит, и он резко накидывается на Бойвернда. Бойвернд отлетает и бежит от Бенди на протяжении всей песни. Неделя Бенди после четвертой песни. Бойвернд продолжает бежать от Бенди, и вдруг перед ними появляется стена. Бенди как баран врезается в нее, а Бойвернд благополучно убегает от него и успевает спрятаться в шкаф. Бенди начинает искать его, а тем временем Бойвернд отбегает и снова случайно проваливается вниз к банде мясника. Между ними начался жесткий забив, а Бенди тем временем продолжал его искать, пока не услышал звуки его микрофона. Он как ненормальный начинает бежать к Бойвернду, запрыгивает к ним в пати, хватает Бойвернда и выкидывает его в стенку. Бенди начинает просто истреблять Бойвернда, делая из него оладушек. Бенди уже хотел его добивать, но не тут-то было. Весь раненый и окровавленный Бойвернд так разозлился, что вызвал мега шум, который хоть и временно, но отвлек Бенди, и Бойвернд успевает телепортироваться. Теперь давайте я вынесу из этого сюжета свои теории, так как он оказался достаточно загадочным и таинственным. Начну я с того, что обновление на мод обязательно должно выйти. Видно, что авторы бы не закончили его на простой телепортации Бойфренда. Из моих догадок, я предполагаю, что это может быть Марио и Соник, так как они вдвоем являются популярными и культовыми персонажами, как тот же Капхед и Санс. Про барьеры и о словах Санса. Тут уже все гораздо интересней. Если вы смотрели это видео от начала до конца, то помните, что я говорил о том, что Сансу кто-то сказал уничтожить Бойфренда. И давайте еще вспомним первую катсцену Капхеда, когда он говорил: если бы я открыл портал, где бы я оказался? Можно предположить, что Капхеду и Сансу кто-то явно сказал убить Бойфренда. И да, кстати, интересный факт. Капхед уже изначально называл Бойфренда по имени. Но если бы так подумать, кому нужен был бы Бойфренд и кто мог овладеть такими силами, чтобы воссоздать порталы в различные игровые вселенные? Ответ достаточно прост и банален. Отец Герфланд или Лемон Демон. Эти два персонажа обладают достаточной силой, чтобы создать это. Хотя предположение у меня именно на отца Герфланд, ведь именно ему надо избавиться от Бойфренда. Конечно, мне очень сильно понравился сюжет этого мода. Однако, писав текст к этому видео, я нашел очень и очень много сюжетных дыр, о которых, конечно же, я расскажу в других роликах. Ну а ты, конечно, не забывай поставить лайк и подписаться, чтобы видеть больше информации о этом моде. И всем пока-пока.